Друзья, с вами Алексей Гуляев. Здесь все про путешествия. Моя фамилия говорит сама за себя. И поэтому сегодня мы погуляем по Гранаде. Когда-то этот город был городом моей мечты, потому что я должен был приехать сюда учиться на целый год. Но поездка не состоялась, а мечта посетить этот город осталась. И вот сегодня я в прекрасной Гранаде. В этом видео мы прогуляемся по исторической части города, посетим буквально дышащую историей Альгамбру, сходим в поход в горы Сьерра Невада рядом с Гранадой и исследуем старейший район города, в котором люди живут буквально в пещерах, жгут там костры и танцуют зажигательный фламенко. Вам интересно? Тогда оставайтесь до конца. И не забудьте нажать на колокольчик и подписаться. А мы начинаем! Перед вашими глазами кафедральный собор, который является одной из визитных карточек города. Он был построен на месте мечети в XVI веке и является символом победы христианства. Напомню, с XI по XIII века христиане освобождали испанские города от мусульман и арабов. Этот процесс назывался реконкистой. Строительством собора занимались разные мастера, которые представляли разные архитектурные стили. Поэтому в соборе можно найти элементы готики, ренессанса и барокко. Посещая главную достопримечательность города, Альгамбру, советую идти туда пешком, по улице вдоль канала, которая называется Carrera del Darro. Там безумно красиво, и по пути вам встретятся сувенирные лавки, кафе и рестораны. А самое главное, вы почувствуете атмосферу этого места. Альгамбра настолько популярна среди туристов, что попасть туда не так-то просто. Билеты нужно покупать недели за 2 заранее, иначе вам туда не попасть. Но есть одна хитрость. С 12 до 2 ночи на официальном сайте, ссылка будет под видео, появляются сданные назад билеты, и вы их можете купить. Так что и вы можете испытать ночную удачу. Билеты есть разного типа. Посещение всего комплекса со всеми замками и садом или части комплекса, только с некоторыми замками и с садом. Альгамбра представляла собой крупнейший политический и аристократический центр мусульманского Запада. Мы знаем, что Иберийский полуостров долгие века находился под влиянием мусульман, пока христиане не освободили территорию. Территория дворца состоит из прямоугольных дворов и многочисленных фонтанов, а также зданий эпохи насридов, династии мусульманских правителей, где когда-то жили короли и их прислуга. Самым древним зданием является крепость Аль-Касаба, а самым живописным местом является львиный дворик с фонтаном. Дорогие друзья, я сейчас нахожусь на территории Альгамбры, в Гранаде. Это потрясающее место, это огромная территория с замковыми комплексами, с большим, очень красивым садом. А если вы хотите посетить все вот эти замки, крепости на территории Альгамбры, вам, я думаю, как минимум понадобится 3 часа. И у меня билет с посещением 2 крепостей и сада
И вот здесь я уже нахожусь почти 2 часа, и хочется смотреть и смотреть, потому что красота необыкновенная. Вы посмотрите, какой красивый вид на город. И очень важная информация, если вы хотите попасть на территорию вот этого комплекса, вам нужно купить билеты реально заранее, как минимум за 10 дней. Посмотрите, что есть, потому что это вообще топ-1, самый топ посещаемости здесь в Гранаде, и все хотят посетить Альгамбру. Вот еще один балкон замка Алькасаба. Тоже немножко с другой перспективы. Вид на город. Посмотрите, как красиво выглядит город. Вот эти черепичные крыши. А это самая высокая точка крепости Алькасаба. Посмотрите. Боже мой, как красиво. Пальмы, зелень, горы. Там в горах даже видно снежные вершины. Я могу предположить, что это город Сьерра Невада. Вот так выглядит смотровая площадка здесь наверху с колоколом. И вот город с этой стороны еще раз. Достаточно большой, очень красивый. А вот та смотровая площадка, на которой я был до этого, внизу находится. Вот такие прекрасные сады Альгамбры, в которых можно просто раствориться, утонуть, наслаждаться видами после посещения крепостей и отдохнуть, конечно же, в тени, потому что летом здесь жарко. Даже сейчас в июне жарит до 33. Вот как красиво. Посмотрите на эти краски. Ну, это что-то нереальное. Мне посчастливилось присоединиться к туристической группе и пойти в однодневный поход в город Сьерра Невада, в местечко Лос-Кагорос, где нас ожидали дух захватывающие горные виды, проходы по подвесным лестницам и купание в водопаде в ледяной воде. Ссылку на место найдете в описании. О май гад! Он так качается! Было круто, чуть плавки не слетели.
We are crossing the bridge. Crazy, amazing bridge. Woo! People! So crazy! Oh my god! Вау, тут так красиво! Мост качается, мы идем по 4 человека, больше нельзя. Hey guys! Hey! Вот. Посмотрите, прям под отвесной стеной идем. Эй! Дорожка была такая узкая, а правое плечо упиралось в скалу, что я боялся оказаться в воде. В некоторых местах мне нужно было убирать камеру в рюкзак, потому что с камерой в руках пройти было просто невозможно. Было очень узко, и нужно было просто держаться за выступы или за... были там такие специальные ручки, и просто пробираться через это место. Потрясающий был поход в Сьерра Невада, в горах около Гранады, буквально в 30 минутах езды на автобусе от города. Мы покупались в водопаде, вода была очень холодная, освежающая, и шли прям вот между скал, прям ответственные скалы, где прям нужно было цепляться, там специальные такие зацепы, и идешь вот такой, висишь над горной рекой. В общем, было очень круто. Группа была организована от хостела, и это очень удобно, с нами сопровождающий, вот девушка впереди ведет нас просто невероятно красиво. В описании к видео будет локация, место, где мы вот сейчас ходим. Но Сьерра Невада — это большие горы, здесь очень много путей для пешего туризма. Можно на один день, можно с палатками, можно висеть снежные вершины, поэтому каждый выбирает под свой вкус. Это был мой первый такой опыт Сьерра Невада, и я просто невероятно доволен. Сегодня такой насыщенный день. Утром посетил Альгамбру, и во второй половине дня вот Сьерра Невада — это просто день невероятный. Мы уже спускаемся, посмотрите, в какую красивую долину мы вошли, так сказать, да, просто невероятная красота. Немножко против солнца снимаем, но надеюсь, все равно будет хорошо видно.
Сейчас мы повернули, должен быть хороший свет, не против солнца. Посмотрите, как здесь красиво. Гранада город очень живой, очень креативный, очень творческий. И на улицах можно встретить очень много просто потрясающих музыкантов, играющих на удивительных инструментах. Так вы посмотрите, вот этот парень играет на палке, приделанной к какой-то бочке. Да еще как играет! Дворец Мадраса – это мини-дворец с резьбой по камню. В настоящее время здесь находится Королевская академия изящных искусств, относящаяся к Гранадскому университету, и находится в самом центре, напротив стен кафедрального собора. Это было здание первого университета Гранады, построенное в мавританском стиле в XIV веке. Да-да, именно при маврах город получил свое наивысшее развитие. Вход туда был свободным. Дорогие друзья, мы сейчас с вами находимся на территории Королевского монастыря святого Иеронима. Церковь этого монастыря, она известна своей архитектурой, которая выполнена в стиле Ренессанс. И она была первой в мире, которая была посвящена непорочному зачатию Марии. Давайте посмотрим, мне очень интересно. Вот сейчас я нахожусь во дворе этого монастыря, и здесь очень много апельсиновых деревьев, и апельсины вызревают. Но это, кстати, они считают несъедобными апельсины, потому что они кислые и горькие. Я тоже попробовал один, очень много на улице растут, один просто подошел, сорвал. Попробовать, они очень кислые и немножко горьковатые. Но здесь, в Испании, они делают вот именно из этих апельсинов очень много косметики, джемов, варений, разных мыла делают с запахом апельсина. Получается очень вкусно, очень хорошо. Очень много таких специализированных магазинчиков, продающих вот апельсиновые продукты, сделанные из вот таких горьких апельсинов. Этот монастырь находится прямо в сердце города, прямо в самом центре. Если вы поселились где-то рядом здесь, то вам далеко ходить не нужно. Вот такая башня собора. Очень красивое, умиротворенное место. Достаточно интересное место, даже просто если вы очень много ходите по городу, смотрите все достопримечательности, и здесь можно немножко передохнуть, потому что здесь прохладно, здесь тихо. Несмотря на то, что на улице за 30, здесь очень комфортно, и даже хотя бы ради этой цели пройтись, посмотреть на вот эту красивую лепнину, которая на стенах. Оно стоит того. Вход 6 евро.
достаточно приемлемая цена. Сейчас заглянем в церковь с ее известной архитектурой. Посмотрим, как там красиво. Вот она, сама церковь. Какие красивые своды. Да, это 100% Ренессанс. Это абсолютно 100% Ренессанс. Посмотрите, вот стены, где-то вот тут краска сходит, облезла, но все равно видно старые рисунки. Того времени. И вот сейчас, о май год, боже мой, я уже вижу то, чего еще вы не видите. Посмотрите, поворачиваю камеру. Это просто потрясающе. Я, честно говоря, не знаю, вот в таком стиле Ренессанса видел ли я когда-то подобную церковь или нет. Посмотрите, потолок. Нет, это реально очень что-то потрясающее. Просто очень красиво. Какой алтарь. А вот это самый купол. И обратная сторона церкви. Да, по бокам два небольших органа, с левой и с правой стороны. В католических церквях их обычно посередине ставят. Экскурсия по городу была организована от хостела. Ее проводил местный житель, его зовут Феде, которому я очень благодарен. Именно он помог понять многое о Гранаде и о ее людях. Целью экскурсии было пройтись по историческим местам и подняться к закату на самую высокую точку города – Сан-Мигель. Город был под мусульманским королевством на протяжении 800 лет. В то время Гранада была настолько влиятельной, что она, собственно, была столицей Испании. После реконкисты христиане начали переселяться в город и освоили новые владения, которые были построены мусульманами. Изначально город был основан на холме из-за оборонительных целей, в районе, который сейчас называется Альбайсин. Отсюда хороший обзор, с другой стороны город окружают горы, через которые врагу не просто было пройти. В общем, это было идеальное место с точки зрения безопасности. Людей, которые 2700 лет назад заселили это место, называли иберийцами. Именно с них и началось развитие Гранады.
то, что мы видим здесь, это была водопроводная система, которая действовала в городе до 70-х годов прошлого века. Люди приходили сюда с ведрами и веревками и черпали из резервуаров воду. Потом в 70-х начали модернизировать инженерные системы города и создавать современные водопроводы. До 70-х здесь даже не было дорог. Вот эти мощеные улицы, на которых мы сейчас стоим, были сделаны только около 50 лет назад. Смотровая площадка Mirador de San Nicolas – это одно из мест притяжения в городе с шикарным видом на Альгамбру. Здесь собираются люди разных поколений, чтобы приятно провести время, посидеть в кафе, поболтать и страстно исполнить зажигательную испанскую музыку на инструментах, на радость всем присутствующим. Но главной целью нашей экскурсии было встретить закат на смотровой площадке Сан-Мигель. Это самая высокая точка в Гранаде. Guys! Hi! Друзья, а сейчас предлагаю полюбоваться красотой этих видов. Мы сейчас находимся в районе Сакрамонте. Это самый старый район Гранады, с которого, собственно, началась история города. Здесь и городская крепостная стена, и все старые сооружения, которые, как водоканалы, которые сохранились до наших дней. И мы были на самой верхней точке, самой высокой точке Гранаде, с вот таким обзором. Как раз на закате. Просто потрясающе. И представьте себе, вот в Гранаде здесь люди пользовались вот этой старой системой водоснабжения до 70-х годов 20 века. И только после этого в город начали инвестировать в инфраструктуру. То есть вот водоснабжение, да, начали появляться туалеты в домах. До этого все было, как говорится, по-простецки, по-деревенски. Вот. И вот за это время город, собственно, стал современным. Сюда стало приезжать очень много туристов, соответственно, деньги появились на реконструкцию всего-всего. Вот, за спиной у меня находится Альгамбра. Вот, и если вы приедете в Гранаду, нужно обязательно посетить район Сакрамонте, потому что это самый аутентичный район города. Здесь начинается история этого города, как я уже сказал. И здесь не так много туристов, здесь очень много такого вот настоящего, да, настоящей Гранады с тех времен. Лучше приходить в первой половине дня, пока туристы, так сказать, еще не проснулись, не пришли сюда какие-то туристы, да. И здесь можно увидеть настоящую жизнь вот той Гранады, которая заслуживает своего внимания. Вот обратите внимание на то, что все фасады домов, они покрашены белым цветом. Здесь летом температура в июле, в августе достигает до 39-40 градусов. И жить здесь фактически, посмотрите, все белое. И поскольку белый цвет, он отражает солнечное тепло, то есть мы знаем, если мы одеваем черную футболку, то она притягивает тепло. Вот именно с этими соображениями здесь покрашены все фасады белым цветом. И улицы тоже построены
они как бы не параллельно, они как бы вот, я даже не знаю, как объяснить, они сделаны так, что они как бы вентилируются, да, то есть как вентиляционная система охлаждается, и это помогает людям здесь пережить вот очень высокие температуры летом. Посещение Гранады трудно себе представить без посещения шоу «Фламенко», а там они проходят в настоящих пещерах в уникальной атмосфере. Танцоры танцуют в полуметре от зрителей и просто накрывают всех волной огненных эмоций до мурашек. Убедитесь сами. Доброе утро всем! А я снова пришел в район, один из самых красивых районов города Гранада, который называется Сакрамонте. Он находится на одном из холмов города. И что самое интересное, вот эти все домики, которые находятся на холме, которые вы сейчас видите, они построены в пещерах, то есть реально в пещерах. И вчера вечером мы были вот на той улице посередине. Там было фламенко-шоу, и там реально просто пещера, в которой проходило это шоу. Ну и как бы здесь с внешней стороны построены как бы дома, да, но основная площадь дома, она находится в пещере. Вот на заднем фоне вы можете видеть стену, это крепостная стена, и там заканчивается город. После того, как я сейчас схожу на небольшую смотровую площадку, потом я двинусь вот в ту сторону и, наверное, упрусь в стену, ну, то есть там город закончится. Будем смотреть, исследовать улицы. Вот таких очень маленьких улиц здесь очень-очень много, и заблудиться очень легко. И вот вчерашний наш гид, он здесь с детства живет, в Гранаде. Кстати, как правильно, я не знаю, Гранада или Гренада. Он сказал, что в то время еще не было Гугла, навигатора, да, и очень много людей, они просто, они терялись, они не могли найти выход к тому месту, где им нужно. И вот он сказал, что в 11 лет уже он помогал людям, и они помогал просто их вывести, и они платили ему какие-то деньги. И вот с 11 лет у него таким образом началось общение с туристами, которых здесь очень много. И на данный момент он работает в этой сфере гидом и показывает людям вот этот красивый город. Если вам понадобятся услуги профессионального гида в Гранаде, контакты Феда я оставлю в описании к этому видео. Вот небольшая смотровая площадка с видом на Альгамбру, на вот эти замки, замок Алькасаба, другой замок, который находится на территории. Очень красиво. El amor en la vida implica volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. Любовь в жизни означает что-то начать сначала. Ты всегда можешь начать сначала. No es como te miran, es como tú miras a los demás. Важно не то, как они смотрят на тебя, а то, как ты смотришь на других. Очень интересные и глубокие мысли здесь выражены на стене, которые заставляют сильно хорошо задуматься. Вот эти все дома, они прям, посмотрите, они встроены в пещеры. Вчера здесь вот было шоу фламенко,
ты входишь туда, и там реально пещера, там холодно. И такое конусообразное помещение. Дома построены уровнями, такими на уровнях на разных. У каждого свой уровень и своя пещера. И в каждом названии улицы или дома здесь есть слово пещера. Ресторан де фламенко куева — это пещера для Россио. То есть ресторан находится тоже в пещере. Вот здесь очень хорошо видно, что дома встроены в пещеры, то есть в скале. И посмотрите. Очень интересно. Там, наверное, холодно у них, и зимой вообще очень холодно. И влажность тоже, постоянно жить вот в пещере. Наверное, это не очень просто. А вот посмотрите, я уже на окраине города, на окраине этого района. Здесь реально заканчивается город, и вот начинаются вот такие виды. Тоже дома стоят, там люди, похоже, живут. Но такое какое-то все более заброшенное. Посмотрите, вот прям дверь в подземелье. И здесь тоже двери, окна. И вон там какая-то решетка. То есть все это, наверное, когда-то люди жили здесь. Может быть, и живут, конечно, еще. А я сейчас пройду дальше, посмотрю, что там меня ожидает. Посмотрите, везде на холмах вот эти двери. Посмотрите, как интересно. Почтовые ящики. Это местная почта сюда приходит и оставляет почту для местных жителей. Они вот просто вот здесь на улице. То есть это такая улица небольшая. И вот почтовые ящики. Честно говоря, я первый раз такое вижу. Очень здорово. Очень интересная улица. Очень такие старые дома. И мне снова приходит в голову, что нам вчера экскурсовод рассказал, что до 70-х годов здесь не было, инфраструктуры, здесь не было водоканала, здесь не было, то есть черпали воду из колодцев, и не было туалетов домашних, то есть это во всем городе. Только с 70-х годов начали заниматься инфраструктурой, инвестировать деньги. Посмотрите, какой красивый дом. На фасаде вот тарелки, видимо, традиционными рисунками. Такая лесенка небольшая на маленькой террасе, или там второй этаж. Здесь вообще так тихо, вон птички поют. Конечно, вот эта часть района, она напоминает какое-то заброшенное место. Но вот дом прям, смотрите, дом прям в скале, в пещере фактически. Мне кажется, здесь райское место, потому что немножко в стороне, но одновременно рядом. И посмотрите, как мило. Здесь даже маленькая детская площадка есть, вот с качельками для детей. Как это мило. Здесь, похоже, дорога моя заканчивается. Мне нужно возвращаться, так сказать, в цивилизованную часть города. Но посмотрите, как здесь тоже круто, вот эти глыбы. Сейчас попробую-ка я пройти туда подальше, посмотреть, что там и какие там виды. Здесь можно немножко дальше идти. Здесь, наверное, можно в поход идти на холм. И придешь к какой-нибудь, посмотрите, какие места. И придешь к какой-нибудь, здесь ступеньку сделали даже, к смотровой площадке. Прям под скалой это, да.
интересные места, очень красивые места. Пойду я возвращаться назад в город. Сейчас подойду поближе к этим окнам, дверям. Может быть, удастся заглянуть внутрь, посмотреть, что там. Ну, согласитесь, классное место, да? Смотрите, здесь разбито стекло, можно заглянуть. О, нет, там какой-то склад, там бетономешалка, лестница, мешок. Да, ну пещера же, смотрите, это пещера. Вот, в таких вот живут, обустраивают, так сказать, парадную и живут. Сейчас подойдем к следующей двери. Да, но там нет никакой, заглянуть возможности нет вовнутрь. А здесь вот кто-то живет. Написано пещера номер 20, cueva número 20. Не, она на замке, там какой-нибудь склад. Ну, в общем, вот такие дела. Посмотрите, вот это реально как, с чего начинался город и как он развился. Вы видите, вот, видимо, как это первоначально было. И вы видели, как это сделано вот сейчас. Возвращаясь в город. Посмотрите, вот какая улица, интересно, там кто-то живет. Ой, нет, я даже не могу скользить, все скользит. Здесь реально нереально по ней подниматься. Только если за бегами. Да, вон там двери. Похоже на заброшенные места, реально. Не, ну может быть кто-то там и живет. Посмотрите, какие виды опять. Вот сейчас попробую скатиться вот с этого места. Просто очень красиво. Вот эта улица мощеная. И крепостная стена на заднем плане. И с левой стороны видно Альгамбру. Очень, очень живописно. Вау! Вот посмотрите. Многие люди, когда видят вот это сооружение впервые, они думают, что это печь, да, что там еду готовят и что-то такое. Но на самом деле это там скрываются резервуары с водой, которые до 70-х годов снабжали город водой. Да, их приблизительно около 20 вот таких сооружений было в городе, и они находились на разном уровне, тем самым создавалось давление на воду, которая находилась в разных резервуарах на разных уровнях. Вот опять очень быстрый. Офигеть просто. И за счет вот этой разности давления вода подавалась в дома наверх. Люди могли пользоваться водой. Очень интересная старая система, и она работала очень-очень долго. Друзья, вот и подходит к концу мое путешествие по Гранаде. Как вы сами смогли убедиться из этого видео, город очень красивый. Я надеюсь, вам очень понравилось. Так что приезжайте и убедитесь сами. Ну а если вы еще не подписались на этот канал, вы можете это сделать прямо сейчас, тем самым поддержав этот проект. Всего вам хорошего, увидимся в следующем видео. Пока!